На лед приглашаются участники первой разминки. На разминке находятся Дарья Третьякова, Александр Самаруков, Санкт-Петербург. Ева Гуде, Андрей Рудь, Москва. Кира Доможирова, Илья Вигера, Пермский край. Разрешена 6-минутная разминка. Продолжаются соревнования юниоров на этапе Гран-при России в Казани. Это 4-й уже этап. Парное катание, короткая программа. Прямо сейчас на ваших экранах. И первые 3 пары, участники первой группы, будут представлены вам на экранах. А мы, Василий Соловьев, двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков. Приветствуем вас. Да, приветствуем, во-первых, в первую очередь. А во-вторых, посмотрим, удивимся, обсудим и потом будем обсуждать. Да, я действительно подтвержу слова Василия, что удивимся, потому что юниоры какой-то запредельный уровень показывают в этом сезоне. Прошедшие этапы это показали. Давайте же посмотрим, кто будет выступать в этой первой разминке. В первой разминке Дарья Третьякова, Александр Самаруков из Санкт-Петербурга. Серебряные призеры на всероссийских соревнованиях на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, где уступили только Альбине Камалдиновой и Степану Маришину. На мемориале Панина Коломенко взяли бронзу, золото на этапе Кубки Федерации. Ну, то есть много призов. Ева Гуде и Андрей Рудь будут кататься вслед за ними. Это из школы «Мечта», где работают Арина Ушакова и Сергей Карев. Ева и Андрей взяли бронзу на чемпионате Москвы. Это их первый взрослый старт был, ну, назовем так. И Андрей, студент 4-го курса кафедры теории и методики зимних видов спорта в Московской государственной академии физической культуры, фигурной культуры, физической культуры. То есть все успевают учиться, работать, заниматься делами, еще и выступать на соревнованиях. Вот он, уровень людей хорошо организованных. Высокий уровень организации. Кира Доможирова и Илья Вигера. Они в Перми тренируются у Павла Слюсаренко, Татьяны Тудвасевой, Егора Закроева. В этом сезоне пара включила в арсенал выброс тройной флип. Давно пора. А мы видели на прошедших соревнованиях четверной выброс. Правда, не до конца сделанный, но все равно... и не юниорами. И не юниорами. Да, но это было событие, вокруг которого образовалась некая энергетика, волнение, которое так важно, чтобы оно присутствовало на соревнованиях. Ну да, действительно, если возвращаться к паре Киры Доможирова и Илья Вигера, это уже такие звезды в юниорском катании, у них уже есть свои болельщики, то есть были они когда-то очень такими маленькими совсем, и прямо их очень любили, притягивали, и любят, притягивали они внимание своей такой непосредственностью, классным катанием. Теперь, конечно, уже стали постарше, подросли, но тем не менее зрительские симпатии точно сохранили. Вот как раз на наших экранах Кира Доможирова разминает свой двойной аксель, обязательный прыжок в короткой программе у юниоров. Как всегда, приходится констатировать, что пар мало. Сегодня их всего лишь 6. Да, на прошлом этапе было побольше, было 8 пар. На этом вновь 6, так же, как и на первом московском этапе. Но, тем не менее, география представлена довольно широко. Здесь вам и Санкт-Петербург, и Пермский край, и Москва. Это те города, где парное катание очень и очень хорошо развивается. Теперь вдвоем решили исполнить этот прыжок. И чуть не столкнулись. Да. Ну ничего, разминка — это так, почувствовать лед. Я уверен, что в прокате все должно быть хорошо.
Дарья Третьякова, Александр Самаруков на наших экранах. Молодой дуэт. Здорово, ребята тоже прогрессируют, но пока это только прогресс, так скажем. Громких каких-то успехов пока не было, но с таким тренером, как Александр Смирнов, с двукратным чемпионом Европы, с Юкой Кавагути, они были законодателями мод в парном катании. В 2010 году выступали на Олимпийских играх в Ванкувере, заняли 4 место. А теперь Александру Бортика и сопровождает уже своих спортсменов как тренер. Внимание, до окончания разминки осталась 1 минута. Еще минутка, и разминка закончится. Ну и если про всех тренеров уж рассказывать, давайте расскажем и что Ева Гуде и Андрей Рудь тренируются у Арины Ушаковой и Сергея Карева. И эта пара тоже, эта пара на льду была когда-то, и пара очень даже хорошего уровня. Они выступали на чемпионате Европы, были бронзовыми призерами чемпионата России. То есть уровень тренерский тоже довольно-таки высокий, как спортивный был. Теперь посмотрим, как их спортсмены катаются. И интересный такой тандем, да, тренерский получился, что бывшие партнеры на льду соединили усилия уже в тренерской деятельности. Да, вообще хочу обратить внимание, что вот есть такая сентенция, что хороший спортсмен – плохой тренер, или наоборот, плохой спортсмен потом стал хорошим тренером. Ну, то есть, что одно вроде как несовместимо с другим. Ничего подобного. Такое количество у нас здесь и чемпионов, начинает, ну, и в парном катании, и в других видах, кто добивался таких высот невероятнейших, и потом воспитал невероятнейших спортсменов. Да что там говорить, вот на предыдущем этапе в Красноярске вот стоял у бортика Олег Васильев. Ну, олимпийский чемпион, который воспитал олимпийских чемпионов. Ну, как так? Значит, работает. И хороший спортсмен, и хороший тренер. Дарья Третьякова, Александр Самаруков, Санкт-Петербург. Они катаются, как вы поняли, по костюмам, под музыку из фильма «Охотники за привидениями».
Дарья Третьякова, Александр Самаруков в программе, которую, я уверен, многие любят за настроение танцевальное и приключенческое. Но вот ребята старались, многие элементы исполнили, даже там хорошими уровнями. Третий уровень подкрутки, первый. Но вот мы отметили с Максимом, начинается программа, танцуют такие забавные шаги, и уже который старт никак не могут синхронно начать программу. Ну, не По-моему, который старт, второй старт. В этом сезоне мы видим эту программу, да, и немножко не одинаково делают вот эту вот растанцовочку. Видите, раз, не получается у них пока попасть. Ничего, да, немножко сыровато, но посмотрите, какая подкрутка, высокая, затяжная. Третьим уровнем оценено, то есть еще шажок и четвертый будет. Аксель поборолась здесь, молодец за этот элемент партнерша. Выброс тоже на разминке не получался. Здесь с ошибочкой чиркнула второй ногой. Понижена будет стоимости, но тем не менее поборолась сделать. Программу не лучше откатали, как мне кажется, чем на своем первом этапе. Партнер очень мощный, партнерша хрупкая, поэтому с силовыми элементами проблем нет. Тодо с третьего уровня, кстати. Очень партнер старался на четверку ее вытянуть, но не срослось. Но третий по нынешней системе судейства очень даже хороший результат. ну и вот здесь мы отметили во вращении, что оно, конечно, пошло в разнобой, но потом партнерша, она вообще боролась сегодня, Да, конечно, да, за да. каждый элемент. Она все-таки поймала синхрон вместе с партнером и закончили одновременно эту программу. Как-то очень решительно они так в этот Тодос вошли, что я же даже ахнул в какой-то момент. Было опасно. Мы уже так привыкли к срыву Тодосов, что уже нас ничем не испугаешь, да? 51-69 — это первая оценка на сегодняшний день. И вторая пара на льду. Ева Гуде и Андрей Руть.
неожиданно и так, в общем-то, крепко катались ребята под такую еще композицию внезапную. Началось все с реквиема Моцарта, потом пошел какой-то техно-настрой, но, тем не менее, она все-таки была более классической, да, эта композиция, чем... Да, и мы видим, что эта пара уже такая взрослее гораздо, чем предыдущие ребята, и очень уверенно они катались, уверенное катание, здорово. Двойной аксель в конце короткой программы неожиданно поставили себе. А я вот обратил внимание по костюму. Такой классический костюм, а у партнера такая огромная татуировка на руке. И вспомнил, что у тебя же тоже огромная татуировка, но ее никогда не видно, когда ты выезжаешь. Ты куда ее одеваешь? Ну, у меня не огромная, их много маленьких. Ну, потому что, да, фигурное катание такой вид, что если ты какое-то такое самовыражение, как татуировки выбираешь, конечно, если это образу не подходит, то лучше их закрывать или закрашивать. Ну, а ты как поступаешь? Я с рукавами катался, и до сих пор у меня есть даже специальный рукав телесный, который я надеваю, ну вот. чтобы не было видно в шоу уже в ледовых. Если это образу не, не перечит, если ты по какой-нибудь рок выступаешь, например, почему нет? Ну, тут, конечно, я бы, наверное, как-то подзакрасил. Ну, много плюсов у ребят. Это же образ тоже оценивается. И да, кстати. костюмы, все подходит. Костюмы классные, да, подходят под музыку. Катание, хореография, все. И тут немножко выбивается. Надо все-таки максимально к образу подходить. Но тоже дело вкуса. Катались здорово. Вращение только второй уровень. Вот это самое параллельное. Да, и И минусы из-за того, что очень большое расстояние. И очень хорошо, близко синхрон. прыгнули двойной аксель с хорошим долгим выездом, со сложным выездом. И во второй половине программы вроде бы, да, здесь все и по артистизму, и по всему. Ну, я думаю, что это точно сейчас будут лидеры. Очень уверенное катание, молодцы. Я поздравляю и Арину Ушакову, и Сергея Карева, их тренеров, которые на ваших экранах нашу в прошлом классную, замечательную спортивную пару на льду. Так и есть, на 4 балла они на 3,5 опережают Дарью и Александра и пока возглавляют таблицу. Короткой программы на лед приглашаются А на льду Кира Доможирова и Илья Вигера Пермский из край. Перми. Ну, мы уже отмечали, да, интересную постановку в этой программе. То есть здесь, по крайней мере, есть какие-то задумки, которые реализованы, за ними интересно наблюдать. Давайте посмотрим. Называется «Механизмс» их программа, если дословно.
очень симпатичная программа, очень приятная пара. И прям наблюдать за ними одно удовольствие. И много чего сделали. Да, Но все сделали. Все сделали. Большущие молодцы. Опять же, прогресс с прошлым этапом. Виден опыт этой пары, потому что наблюдали мы за ними на разминке. И во время разминки их показывали дольше всех других дуэтов. И боролась там Кира с прыжком, с двойным макселем. Не получалось у нее, но вышла, сделала как в учебнике. Молодец. Классный выброс, классный подкрут. 3-й уровень подкрутка. Все шикарно. Сейчас разберем на повторах. Поздравляю Пермскую школу парного катания с еще одной классной парой. Таня Тудвасева встречает спортсменов. Спортсмены довольны. Все получилось. Чуть-чуть потерял концентрацию в конце дорожки. Ильюша и почти допустил фатальную ошибку. Слава богу, что устоял. Подкрутка. Шпагатик не было. 3-й уровень. Выброс, тройной флип на одну ногу. Четко. И вот он, двойной аксель. Уверенно, параллельно, с хорошим выездом. С этой поддержкой возникли проблемы на предыдущем этапе у ребят. Здесь все было здорово, как задумано. Сделали работу над ошибками. Тодос 4-го уровня, первый за сегодня. Ну и вращение тоже уровень 4. Все додержали, досидели, все позиции выполнили. Пока так. Думаю, за 60 Кира будет. Домажирова, Илья Вегера. За короткую программу набирают Будет 63,31 преимущество 8 баллов На данный момент пара занимает перед ближайшими первое преследователями на данный момент. Ну, осталось напомнить, что эти ребята выиграли серебряные медали на этапе в Магнитогорске. второй разминки. Соответственно, спортсмены очень высокого уровня. А у нас представление следующих 3 участников. На разминке находятся Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Виктория Двинина, Виктор Потапов, Пермский край. София Диана Касинц, Александр Бригей, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Хорошие юниоры у нас в фигурном катании. Такие прям все какие-то интересные, все очень запоминающиеся. Ну, много молодых тренеров работает. Все не только спортсмены место под солнцем себе пытаются получить, но и тренерские штабы. И поэтому хорошо, что есть такое разнообразие и хореографов, постановщиков, и тренерских кадров. Какая деловая партнерша Таисия Гусева и Даниил Овчинников выступает. 13 лет. И ему 17. Такое чудо. Да, очень интересный дуэт. Классная партнерша, хрупкая, маленькая. Прям Вдумчивый такой партнер, Даня очень спокойный парень. Я думаю, что они очень хорошо друг друга дополняют. Ну и, конечно, тренерский штаб. Филипп Тарасов на ваших экранах. Дмитрий Забнин тоже у экрана наблюдает за своими подопечными. Виктория Двинина, Виктор Потапов. Виктория. Пермская пара. Ученики Слюсаренко, Закроева и Тудвасева. Еще одна пара из этой школы. Тоже молодая совсем партнерша, но выглядит намного старше, чем Таисия. Как будто совершенно разный у них возраст. Такая комплекция
Но зато, то есть, ну как зато, вот очень статно выглядит эта пара, такие высокие комплекции у них. И отдельная настройка от Татьяны Сергеевны для своей партнерши, что-то она как будто переживает. Нет, я имею в виду Ну, партнерша. ошибка была допущена на прыжке, надо было как-то повлиять, может быть, где-то пожурить или наоборот поддержать. Этого мы не слышим, но тренер всегда должен найти слова. Ну и, конечно же, София Диана Казинц и Александр Бригей, которые тоже тренируются у Александра Смирнова и Артура Минчука. Это лед Тамары Николаевны Москвиной и София Диана, дочка Елены Бережной. Это у нас династийный этап происходит сейчас в Казани. И вот Александр Александр Смирнов хорош. кивает. Хорош, да. Все правильно. Спортсмены, значит, настроены. Им нужно реабилитироваться за прошлый этап. Там у ребят не все получилось. Я думаю, что о многом говорили ребята перед этапом этим. Надо пожелать им классного проката. У них очень хорошая короткая программа, интересная для зрителя, заводная, но нужно выполнять ее без ошибок. На первом этапе этого сделать не получилось, ошибок избежать не удалось. Посмотрим, как будет здесь. Тем не менее, пара такого высокого тоже технического уровня, что все-таки уехали с этапа с медалями. Но, наверное... Они уже признанные звезды юниорского катания. Они, конечно, у них опыт, у них стать, у них мастерство артистизма. И они уверенно выглядят на льду. Да, не получилось все сделать, но тем не менее есть медаль. Но могут лучше. Мы это видели не раз в прошлом сезоне. И очень они выделяются из общего числа вот своими этими костюмами. Просто как будто они с другой планеты. В парах у вас не очень любят яркие костюмы. Но у них Кажется, короткая программа, такой выбор музыки, Black Eyed Peas, и я думаю, что в связи с этими костюмы, такие граффити, в виде граффити современные сделаны. Для молодых ребят классно. Это да, всегда молодежно. выделяет, Да. молодежно, ярко. Мне, наоборот, не нравится, когда юниорские пары берут какие-то взрослые очень темы, трагические и так далее. Я думаю, что максимально должна быть там Ромео и Джульетта и все заканчиваться. Вот, потому что все-таки не стоит, наверное, ну, на мой вкус, молодым пытаться выполнить, сыграть какую-то сверхглубокую мысль. Нужно наслаждаться молодостью, дарить задор зрителям и судьям. Ну, в любом случае, каждый ищет для себя что-то максимально ему удобно, выгодное. Кто чем может выделиться, тот и молодец. Вдруг действительно кто-то в 13 лет может Джульетту сыграть так, что судьи ахнут и зрители заодно. Ну, наверное, такая программа сразу войдет в историю, как определенное Нет, ну были хорошие событие. программы, все-таки Ромео и Джульетта в истории Нет, были юными ну, персонажами, и как раз это в парном катании очень часто используется. И даже Татьяна Волосожар и Максим Троньков свою первую произвольную программу катали под музыку Прокофьева. Ромео и Джульетта, только Джульетту и... Ну, Джульетты еще нет, а вот Ромео уже точно был престарелый. Бессмертные темы фигурного катания. Притчи во языцах. Да, дуэты стараются, не стараются, а так проще всего подобрать Внимание, образ, пары, разминка закончена. известный во всем мире взять. Ромео и Джульетта один из них. Но пока не до Ромео и Джульетты, пока разминка закончена, и на лед совсем скоро выйдет первый дуэт в этой разминке. Японская тема в короткой программе у Таисии Гусевой и Даниила Овчинникова. Таисия Вы видите. Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Ученики Филиппа Тарасова, Дмитрия Забнина и Георгия Пахилюка, которые работают в «Хрустальном» в Москве.
немножечко запутались в завершении. Такая милая Таисия Гусева и Даниил Овчинников. Таисия Не менее милый. Да, и надежный партнер. Классная пара, классная. Первый сезон по юниорам катаются, и вот так уверенно, так нагло, на такой скорости. Очень амплитудные элементы. Ну, хрупкая партнерша партнеру не доставляет труда запускать ее куда-то в космос на подкрутке. Но она такое впечатление, что вообще ничего не боится. Такая, конечно. Интересно, что не взяли Пружинищая. судьи в подкрутке. Я думал, что это будет 4-й уровень, если честно, но только 3-й. Давай посмотрим в Да, замедленном в замедленном повторе, что ты, посмотрим. может, разглядишь. Ну, вообще, ребят, Они же поздравляю. четверной делают. вроде Они подкрутку, четверной но делают это очень легко, да. Можно позволить. В произвольной с такой программе, наверное, мы его увидим. комплекцией. Шпагат есть, руки вниз есть, ловля есть. Ну, не знаю, может, шаги не взяли. Надо смотреть. Может, коснулась партнера, нам этого не видно с этого ракурса. Двойной аксель. Здорово. Выброс флип тоже сделано на одну ногу. Поддержка очень интересная, с хорошими поворотами у партнера. Покрытие льда, посмотрите, поддержка заканчивается в полкатка. Ребята проехали с партнершей в воздухе. Это все оценивается. Тодос немножечко не досидел. Я считал и тоже не досчитал. Поэтому и судьи ставят только 3-й. Дорожка 3-й уровень для юниоров очень прилично. Это максимально, можно сказать. Ну и 4-го уровня вращения. Концовочку чуть потерялись, но главное, что успели в музыку и не получили снижения за перекат программы. Сориентировались. Да, молодцы. Это единственная такая помарочка была. Всем друзьям, всем привет. Таисия Гусева. И всем Даниил друзьям Овчинников передают за короткую программу привет. набирают Они лидируют по 54,87 результатам короткой программы балла. с преимуществом в На 1,5 данный балла момент пара перед занимает Доможировой и первое Вигерой. место. Для исполнения короткой программы на лед приглашаются Виктория Из Перми Двинина, Виктория Виктор Двинина Потапов, и Виктор Пермский край. Потапов. Кататься они будут под композицию «Странные птички». Little ghost, you're listening. Unlike most, you don't miss a thing. You see the truth. I walk the halls invisibly. I climb the walls, no one sees me. No one but you. You've always loved the strange birds. Now I want to fly into your world. I want to be heard. My wounded wings to be tamed. You've always loved the stranger inside me. Ugly, pretty. Oh, little ghost, you see the pain, but together we can make something beautiful. So take my hand and perfectly we fill the gaps. You and me make 3. I was meant for you and you for me. You've always loved the strange birds. Now I want to fly into your world. I want to be heard. My wounded wings to be tamed. You've always loved the stranger
Молодая, но довольно-таки элегантная пара. Вот уже еще на разминке я отметил, что такая у них стать. И взаимоотношения, да, окей, это юниорское катание, но все равно как-то вот по-другому и пластика, и движение их на льду по-другому воспринимается. Уже не как детское катание, не в упрек будет сказано Таисии и Даниилу, потому что они пара абсолютно отчаянная, высокотехничная и так далее. Но здесь такие все-таки девушка с юношей катаются, они дети. Да, возможно, действительно, но тем не менее это не помогло им чисто справиться с короткой программой. И первое падение за сегодня мы Если бы увидели это именно у этой помогало, пары. другой был бы вид спорта. И, Тогда, честно да. говоря, расстроились едва ли не сильнее, чем эти спортсмены, потому что только начали говорить о том, как же все-таки нас радуют наши юниорские дуэты. Во Да. взрослых мы такого чистого катания не видим. Да, хотели сказать, не успели. Ну, много ребята, если честно, допустили недочетов в своей программе. Не только это касается выброса. Посмотри, какая девушка артистичная. Третьего уровня подкрут тоже. Шпагата здесь, к сожалению, не было. Как и руки над головой в воздухе. Это бы тоже добавило черту сложности. И вот тот самый выброс флип, который не встретила лед-партнерша. Аккуратно слишком, как мне показалось. Пыталась приземлиться и Тодос тоже не досидели. Тоже только третьего уровня. Поддержка уровень 4. Все здесь было выполнено здорово. Смена положения партнерши, сложная позиция. Спуск в танцевальную поддержку. И вот, к сожалению, только второго уровня это самое параллельное вращение. Ну, может быть, такой вот медленный старт у пары просто получается сейчас в Казани, потому что в прошлом году, когда их пара только сформировалась, они вроде бы очень резво ворвались в юниорскую, в серию Гран-при, где сразу получили призовые места. Было ощущение, что прямо они идут вверх. Сейчас первый старт, может, еще раскатаются. Пока что 4-е место получается среди 5 выступивших пар. Но отрыв маленький от Луде и Рудь. В завершении сегодняшних соревнований София Диана Казинц и Александр Бригей, еще одни ученики Александра Смирнова, под музыку, которую мы уже упоминали, Black Eyed Peas и Let's Get It Started. В общем, такая модная, стильная программа. Disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, well it's full of heat out. You wouldn't believe how we round shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started.
Что, хочется одновременно и порадоваться за то, как творят, да, и тренеры, и спортсмены в своей программе, и то, как стараются выступать, и то, какая-то запоминающаяся пара интересная, но и в то же время посетовать, почему уже второй старт, какие-то вот мелкие недочеты лишают их важных баллов. Да, на первом этапе на прыжке ошибся Саша, также точно степ-аут сделал, как сегодня, ну, в меньшей степени сегодня, конечно. Но София сегодня сравнялись. 1-1 у них на турнирах по ошибке на этом прыжке. Но в целом катались гораздо увереннее и лучше, чем на первом своем этапе. Да, есть над чем работать. И Тодос только второго уровня. Много на пересмотр судьи взяли элементов. То есть зато подкрутка какая была шикарная. 4-й уровень, я сразу сказал, это должно быть 100% 4. И тут же смотрим мы протокол и видим уверенный 4-й уровень с хорошими надбавками. Почти 8 баллов получают они за этот элемент. Это очень хорошо, 7,44 за подкрутку. Вот такая высокая, хороший шпагат. Даже смотреть не надо, пересматривать. Все видно, что все сделано, все черты сложности. И вот мы видим эту глупую ошибку. Зачем она нужна? Такая классная программа. Флип. Выброс хорошо был сделан. И вот Тодос, на котором терпел, не дотерпел. И на второй уровень его сделал. Поддержка 4-й уровень. Здесь вопросов вроде бы не возникло у судей. Ну и вращение. Почти параллельно, скажем так. Старались, следили друг за другом. Прям видно на повторе, да, как София следит за Сашей, Саша за Софией. Ну вот по сравнению с предыдущим этапом в Магнитогорске, по крайней мере, вращение заключительное у них сейчас 4-го уровня, тогда они вытянули только на 3-й. Ну, но зато сейчас потеря в Тодосе, сейчас 2-й уровень, а тогда был наоборот 3-й. Вот тогда-то вообще у нас был... Ну, там развалилась программа почти с самого начала. Там выброс, по-моему, был сорван. Соответственно, и по-другому компоненты как-то будут оценены. Ну, за конечно, это сегодня гораздо представление. лучше. Сегодня гораздо лучше катались ребята, как будто вообще другой уровень пары. То есть отключились они от предыдущего этапа, видно. И, ну, немножко наковыряли, но ничего. Я думаю, что наберут форму к концу сезона. Достойные соперники московским дуэтом. Расслабляться точно не стоит. София хулиганит в Киссинг-Край. Ну, я думаю, где-то близко они должны быть с Таисией Гусевой, Даниилом Овчинниковым. В балле разница. Ну, так и получается. Да, вторые. Ну, Действительно, это маленький балл. отрыв, да. Да, и маленький отрыв и у них и с Домажировой и Вегерой тоже совсем небольшой. Интересно будет в произвольной программе эти три дуэта. Я думаю, главные претенденты на медали. Но в любом случае юниоры нас продолжают невероятно радовать. Да, и уже третий этап для юниоров. Четвертый этап для юниоров. И пока что все выигрывают москвичи, не отдают никому. То есть Зоя Ковязина с Артемием Моховым 2 этапа выиграли. 1 этап выиграла Полина Шешелева. Егор Карнаухов. И вот здесь Таисия Гусева, Даниил Овчинников. Промежуточное 1 место. Все ученики Тарасова и Зобнина. Ну а главное, Здорово друг с другом, видимо, им тренироваться вместе и друг друга подталкивать к высоким результатам. Самое главное, что все такие запоминающиеся, оригинальные и, конечно, очень как-то внимательно подходят к выполнению элементов. Да, где-то что-то мы не досчитываемся, но вот чего, всего лишь одно падение было за все Юниорское за все сегодняшнее катание, юниорское да. короткое катание. Взрослые иногда этим похвастаться не могут. Ну, взрослые за 2 этапа 4 раза с Тодоса упали, поэтому Так, Стотоса, господи. есть над чем работать взрослым нашим. А то вот эти придут и камни на камне не оставят. Это правда. Спасибо большое, Максим. Спасибо тебе, Василий. Спасибо, что были с нами, наши дорогие зрители, фанаты, поклонники, любители фигурного катания. Любите фигурное катание, смотрите фигурное катание на Первом канале. Я с вами прощаюсь, как и Василий Соловьев, но это он вам скажет сам. До встречи.